Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Прошлый выпуск, в котором мы говорили, что нам не нравится, собрал хорошие просмотры. И тут мы поняли, что вы такие же негативные, как и мы. Шутка. Но мы решили, что нужно продолжить эту тенденцию. И если в прошлом выпуске мы говорили о жестких экспрессивных фразах, то в этом выпуске хотим дать вам несколько более мягких и деликатных выражений о том, как говорить, что вам не нравится. Мгм. Да, такие фразы очень полезные фразы. Если вы не хотите обидеть человека или просто находитесь в более формальной обстановке, в более формальной ситуации, где сленг и какие-то эмоциональные выражения неуместны. Итак, например, фраза «мне не по душе». Мне не по душе фильмы ужасов. Мы, кстати, об этом говорили в предыдущем выпуске. Какая музыка тебе не по душе? Мне не по душе heavy metal. Для меня это довольно тяжелая музыка, и ее трудно слушать. И ты что думаешь? Мне не по душе русский поп. Мне нравятся какие-то хиты, под которые можно потанцевать в хорошей обстановке с друзьями, но я не могу его слушать, я не могу просто сесть и начать слушать русский поп. Мне это кажется очень странным и неприятным. Перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность практиковать свой русский, преодолеть языковой барьер, познакомиться с новыми людьми, а также поддержать этот проект. Все детали в описании, присоединяйтесь. Еще полезная фраза «мне не особо нравится». Какой спорт тебе не особо нравится? Мне, если честно, вообще спорт не особо нравится. Но если нужно выбрать один, то я бы сказала, что футбол мне не по душе. Сейчас, возможно, меня атакуют, нападут на меня футбольные болельщики, то есть Мгм. фанаты, но мне этот спорт не кажется интересным. Какой вид спорта тебе не особо нравится? На меня сейчас тоже кто-то набросится, я думаю. Мне не особо нравятся бои без правил. Правильно, они называются смешанные боевые искусства. И я ничего не имею против боевых искусств. Например, дзюдо, тэквондо, самбо, джиу-джитсу, да, потому что там спортсмены действительно показывают какую-то технику, мастерство. Но бои без правил, если честно, для меня просто похожи на пьяную драку у бара. Понимаю тебя. Кстати, мне еще не особо нравится гольф. Но, возможно, я еще недостаточно богата для него. Все будет. Да, это очень хорошее замечание, потому что, возможно, люди, которые любят гольф, они любят не гольф, а кататься на этой машинке, пить просекко и делать Статус. красивые фотографии. М, Да, да. возможно. Так, еще хорошая фраза «это не мое» или «это не совсем мое». Мы используем эту фразу, когда нам что-то не нравится или когда мы что-то ненавидим, но не хотим звучать очень категорично и не хотим задеть чьи-то чувства, может быть. Про что ты так можешь сказать? Я думаю, так стоило сказать про футбол, чтобы не задеть чьи-то чувства. Ты уже задела. Уже поздно, да. Я бы сказала, что, эм,
активный отдых на природе, например, походы, хайкинг, кемпинг, это не совсем мое, потому что я люблю комфорт, и я люблю, Мгм. когда рядом нет насекомых. Мгм. Но вот что меня точно раздражает, да, вспоминаем нашу старую фразу, так это когда любители такого отдыха активного начинают смеяться над тобой и говорить: конечно, ты любишь комфорт, и настаивать, что настоящий отдых, хороший отдых — это отдых на природе. Я как любитель комфорта, полностью с тобой согласна, и это очень интересное замечание, что мы, фанаты комфорта, мы никогда не смеемся над теми, кто идет на свой хайкинг, ночует на горе и какает в пакет. Ну, но Кстати. они всегда смеются над нами, потому что мы любим приятную, теплую, мягкую постель. Мгм. Есть Несправедливо. такое, да. Итак, да, отдых на природе это тоже не мое, но в то же время я люблю природу, да, то есть чистый воздух, пение птиц, это круто. Поэтому я бы сказала, что, окей, я могу провести на природе 3 дня или в доме на колесах 5 дней, но не больше. Да, потом я начинаю скучать по комфорту. Кстати, хороший вариант сейчас, существует — глэмпинг. Я думаю, вот это то, что мне нужно. Это моё. Мы, кстати, как-то в разговорном клубе обсуждали глэмпинг, и для многих это было новое понятие, хотя в России, мне кажется, это супер популярно, да, Да. когда ты отдыхаешь на природе, но в то же время у тебя есть нормальный туалет, душ, кухня и очень часто какие-то джакузи, я не знаю, Мгм. что-то еще Да. для комфорта. Да, Да. да, развлечения, все включено, и действительно ты можешь, качественно отдохнуть, а не искать место, где сходить в туалет. Не отпускает нас туалетная тема. Точно. Что с нами не так? В прошлый раз, когда мы говорили об этой теме, там половина выпуска про туалеты. Но людям понравилось, поэтому, Мгм. возможно, Слава дело не в богу. нас. Мгм. Еще хочу сказать, что экстрим — это не мое. Мне нравятся лыжи, и я даже пробовала кататься на них и пробовала кататься на сноуборде, но все-таки экстремальные виды спорта мне не по вкусу. Я с тобой в этой команде тоже. Я тоже не люблю экстрим. И стоит заметить, что обычно, когда мы говорим лыжи, между собой мы представляем лыжи обычные, нормальные, когда ты просто катаешься на лыжах по парку. Но когда говоришь с иностранцами и говоришь слово лыжи, они представляют именно горные лыжи. И как бы уровень экстрима, он очень разный. Поэтому, когда кто-то вам говорит, что он любит лыжи, наверное, лучше уточнять, какие именно. Еще из экстремального мне не по вкусу это подъем на вершины гор. Я сейчас говорю, конечно, про очень высокие горы, куда подниматься действительно опасно. М. И я, если честно, не понимаю, почему люди занимаются этим, почему люди это делают, потому что это очень рискованно. И, к сожалению, каждый год мы слышим трагичные ситуации о том, как кто-то погиб на вершине, и его не смогли спасти. И, конечно, люди выражают сочувствие семье, детям этого альпиниста, но мне непонятно, почему сам альпинист в этот момент не думал о своих детях и о своей семье. Поэтому мне немного кажется, что даже это безответственно как-то по отношению к твоим родным, но, возможно, это просто потому, что я человек, который вообще не признает экстрим.
Да, я тоже не ищу дополнительного адреналина в жизни, поэтому Да, у мне нас просто новый ученик — это уже адреналин. да, сердце стучит, пульс, ускоряется. Нам достаточно. Достаточно. Да, но я поддерживаю тебя в этом, тоже с этим согласна. И, сейчас, возможно, ты набросишься на меня и точно не поддержишь меня, но мне не по вкусу пляжный отдых. И я это поняла совсем недавно. Вот, лежать несколько часов под палящим солнцем, мазаться этим кремом от загара и потом Мгм. идти такой грязной домой, вот это вообще не моё. Не твоя чашка чая. Мгм. Мы так не говорим по-русски. Это просто забавный перевод. Да, ты права. В этом я не могу тебя поддержать, потому что мне не по вкусу холодная погода. Мне не по вкусу мерзнуть где-то на улице, когда у тебя сопли, когда этот холодный воздух в горле, слезы текут из глаз, и ты идешь домой не грязный после пляжа в песке и в креме, а ты идешь домой с этими холодными ногами, холодными руками. Вот это вот я не люблю. Это точно мне не нравится. А пляжный отдых, мне кажется, это лучший отдых в мире. Я могу тебя понять. Я также не осуждаю людей, которые его любят. Я прекрасно понимаю, чем он может быть привлекателен. Но мне не по вкусу. Отлично. Так, ну и последнее слово, которое хотелось бы обсудить, это такое необычное слово «специфический». Мне кажется, мы его используем, когда нам что-то кажется странным, и поэтому нам это не очень нравится, но мы не можем понять, что, или просто не хотим быть грубыми. Ну, например, есть в России суп окрошка, и его часто едят с квасом. Это традиционный напиток. И вот для меня вкус этого супа специфический. А для тебя? С Со мной ты можешь не выбирать деликатные слова, когда ты говоришь об этом блюде, потому что я не собираюсь этого делать. Для меня окрошка — это блюдо, которое кто-то съел и вернул обратно в тарелку через рот. Потому что это выглядит отвратительно, это пахнет отвратительно, и это отвратительно на вкус. И неважно, это на квасе, на кефире, на бульоне, на чем еще и делают это блюдо. Я не знаю. Но да, слово специфический можно использовать, когда ты еще не знаешь, как человек отреагирует на это. И иногда говорят, что у него какой-то там специфический вкус. Мгм. Да, или специфический запах какой-то. Мне кажется, вот прям используют, и если ты не знаешь, что есть такая коннотация, ты не поймешь, что там что-то плохое. Да, опять же, про нас говорят, что мы очень прямолинейны. Но у нас есть такое слово. Мы все-таки пытаемся быть деликатными. Мы пытаемся, правда. Поймите нас. Вопрос недели. Что вам не по душе? Что вам не по вкусу? Что вам не особо нравится? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.